Всем привет! Меня зовут Ксения Гуляева, и мне 18 лет. 3 месяца назад я закончила школу, довольно успешно сдала выпускные экзамены и получила золотую медаль. Тем не менее, подавать документы в российские вузы я не спешила. К вопросу получения высшего образования я решила подойти серьезно, выбирая из огромного количества не только университетов и специальностей, но и из множества стран. Я не хочу, как многие мои знакомые, получить образование только для корочки. Я хочу получить знания и иметь диплом, с которым я смогу найти достойную работу в любой части мира. Более того, за последние годы моя уверенность в завтрашнем дне в нашей стране ослабевает. Создается впечатление, что нас, народ, никто не слышит, не понимает и не считается с нашим мнением. Именно поэтому я решила провести социологический опрос российской молодежи, узнать их мнение об образовании, что они в целом думают о России и что, на их взгляд, ее ждет. Я думаю, это очень важно слышать мнение именно молодых ребят, за кем будущее нашей страны, чтобы понять, какая будет Россия завтра. Я буду очень ждать ваших комментариев и вопросов, и с радостью отвечу на любые из них. Также можете написать мне, какие бы темы были вам интересны. Приятного просмотра! Сегодняшний наш гость Степан. Степану 17 лет, и он только что закончил школу. Но в отличие от других выпускников, Степану не нужно бегать по приемным комиссиям университетов, ведь он уже является студентом одного из лучших вузов мира. Сегодня Степан согласился ответить мне на несколько вопросов. Привет, Степан. Привет. Давай начнем с самого интересного. Куда ты поступил? Я поступил в Стэнфордский университет. На данный момент по множеству рейтингам это второй университет мира. Находится он в городе Сан-Франциско, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Этот университет славится своей программой по техническим дисциплинам, по computer science, потому что, как мы все знаем, в Сан-Франциско расположена крупная индустрия компьютерных технологий на сегодняшний день, это Силиконовая долина. Факт это то, что головной офис Google всего мира находится в 20 минутах пешком от кампуса Стэнфорда. Вот. Ничего себе, я тебя поздравляю. Я знаю, Стэнфорд один из самых селективных вузов мира, Да. только около 5% людей. Кто подает, туда попадает. Ну и в общем, в целом, в этом году туда поступило 1100 с чем-то человек со всей планеты, а иностранных студентов составляет около 110-130 человек. Ничего себе. Как ты закончил школу? Отлично. На самом деле фактор оценок является одним из самых ключевых, потому что даже приемные комиссии Соединенных Штатов смотрят на то, как вы оканчиваете свою школу. Они вникают в систему оценивания нашу, то есть у них это буквы, у нас это цифры. Соответственно, мне все равно приходилось стараться, чтобы по всем предметам были девятерки. И как раз таки я сейчас вышел еще и на золотую медаль, и средний балл у меня за последние 4 года составляет 5,0. Молодец. Сдавал ли ты ЕГЭ? Да, ЕГЭ я сдавал, русский математику профильную и информатику с английским. Информатика как раз таки сегодня должны быть результаты, английский, математика и русский уже все присутствуют. Смог бы поступить с этими баллами в России? Я думаю, да, потому что баллы достаточно высокие. То есть я, когда закончился весь процесс по поступлению в США, это где-то 1 января как раз таки дедлайн по всем университетам, я усиленно сел за подготовку к ЕГЭ. И вот эти 5 месяцев перед экзаменами я сидел, ботал, как выражаются современные школьники. Ну и, соответственно, очень сильно готовился, и оно оправдалось. В принципе, баллы достаточно хорошие. Тем не менее, ты выбрал другой путь, учиться за границей. Да. Когда ты впервые задумался об образовании за рубежом? Впервые эта мысль у меня появилась летом после 8 класса, то есть там август месяц перед началом 9. И, в принципе, это как раз-таки самое время, потому что вот 2,5 года, которые я потратил на то, чтобы поступить в США, этого было вполне достаточно. Потому что если у нас как бы основная часть процесса это ЕГЭ, у них процесс включает в себя кучу достижений, их собственные экзамены, там дополнительное написание сочинений, объясняющих твою мотивацию и подобное. Поэтому 2,5 года, на мой взгляд, был самый нормальный срок, то есть решил я вовремя и шел к этому. Почему ты выбрал именно Америку? Вообще у нас это такая семейная вещь, перемещаться по всей планете, потому что бабушка с дедушкой вообще с севера города Апатиты, мама оказалась в Петербурге, сейчас вообще в Москве находится, я выбрал более далекий путь вообще на другой континент, на другую полушарие планеты. Просто вот я смотрел множество американских сериалов, в которых обсуждалась тема образования в США, и мне как-то было достаточно интересно попробовать поступить, если это получится. Ну вот получилось, и это, в принципе, я планирую вернуться обратно, чтобы работать на благо Родины, и, в принципе, образование за рубежом – это новый достаточно опыт,
отличное от того, что получают абитуриенты в наших университетах. Но академически он наравне, а вот там другие маленькие аспекты общества, его взаимодействия, комьюнити так называемого. То есть нам стоит чему поучиться, стоит получить какие-то определенные знания от западной стороны, и мне, соответственно, привнести в их культуру какие-то знания из нашей русской культуры. Соответственно, это, так сказать, культурный обмен, глобализация, и вот так она и выражается. Поддержали ли тебя родители в твоем выборе? Да, моя мама все эти 2,5 года была со мной, она мне всячески помогала там, в определенный момент в поиске информации, в подготовке к экзаменам. Мама была, в принципе, моим репетитором, можно так сказать. Поэтому я могу с точной уверенностью сказать, что без мамы было бы намного сложнее поступить в США. Предложил ли тебе Стэнфорд какой-то грант, или ты оплачиваешь обучение сам? У Стэнфорда есть такая фишка, что еще при подаче документов вы можете отказаться от финансовой помощи, и это слегка увеличит ваши шансы на поступление. Я этот вопрос доверил маме, и мама, зная, что Стэнфорд это один из лучших университетов мира, выбрала отказаться от финансовой помощи, поэтому я уже еще при подаче понимал, что финансовой помощи мне не получить. Обучение в Стэнфорде обходится около 70-80 тысяч долларов в год, что гораздо сильно превышает любые траты в российском вузе за 4-5 лет обучения. Почему ты и твои родители готовы вкладываться не в российское, а в американское образование? Потому что американские вузы пока лидирующие в мире, российские вузы у нас тоже продвигаются. МГУ сейчас является 84-м вузом в мире. За последние 3-4 года это достаточно высокий подъем в рейтингах. Я хотел попасть в лучший вуз мира, попал в Стэнфорд. Соответственно, мы шли к этой цели очень долго, и мы готовы вложить в нее такие деньги, потому что она оправдывает себя. То есть американское образование котируется по всему миру, и я уверен, что меня ждет большое будущее в нашей стране. Как ты думаешь, почему только один российский вуз вошел в топ-100 лучших университетов мира? Это сложный вопрос, но я думаю, можно сказать, что наши университеты еще обучаются. Вообще, во время СССР у нас была, так сказать, замкнутость во всем мире, соответственно, сейчас очень в мире ценится как раз-таки вот этот обмен международными студентами, то, что вузы из разных стран учатся вообще в другие страны, там, другие континенты. У нас сейчас все это развивается, и университеты, они растут. То есть это не только МГУ у нас уже выбрался в сотку, другие университеты, такие как СПбГУ, Вышка, ИТМО, они тоже очень сильно растут в рейтингах как раз-таки вот за те же 3-4 года, и они все стремятся к этому опыту, и у них получается. То есть вот этот культурный обмен, он происходит, мы заимствуем какой-то опыт на Западе, и в их рейтингах мы начинаем расти. То есть ты веришь в российское образование? Я абсолютно верю в российское образование. Хорошо. Ты, наверное, знаешь, что в этом году в Стэнфорд поступила Даша Навальная, дочь известного российского оппозиционера Алексея Навального. Да. Как ты относишься к Навальному? Следишь ли ты за деятельностью ФБК? Вообще, с политической точки зрения, я и не оппозиционер, и не сторонник нашего правительства, я сохраняю некий нейтралитет, но Алексея Навального в политической точке зрения достаточно здравые мысли, здравая политика по отношению к нашей стране. У меня к Даше, так сказать, никакой ни ненависти, ни любви нет, я буду очень рад с ней познакомиться на Стэнфордском кампусе, пообщаться, вместе учиться, вместе вернуться обратно. То есть это люди, и я с ними готов общаться. Ходил ли ты на митинги? Нет, на митинги я не ходил, потому что, как правило, либо они были в том городе, где меня не было, то есть там, если это было в Питере, я был в Москве, если я был в Питере, митинг был в Москве. Вот. Ну и я не люблю вообще массовые акции, там, впервые я оказался на массовом мероприятии 23 июня на Алых Парусах. То есть до этого я ни на концертах не был, просто не нравится вот эта массовая толпа, которая там давит друг друга, и мне не особо хотелось как-то вообще оказаться на митингах. Ты упомянул, что хочешь вернуться в Россию после получения американского диплома. Как ты думаешь, будет ли он востребован в России, и есть ли у тебя перспективы развиваться в нашей стране? Вообще я планирую закончить с дипломом программиста, соответственно, так как сейчас технологии очень сильно развиваются, они востребованы, я думаю, с американским дипломом я буду очень востребован в России, потому что у нас много международных компаний, наши компании тоже осознают важность дипломов других стран. Соответственно, я планирую развиваться как программист в нашей стране,
работать в сфере искусственного интеллекта на благо вообще не только нашей стране, но и всего человечества в целом. А какой ты видишь Россию через 10 лет? Вопрос сложный, но я думаю, что через 10 лет мы будем еще более открыты по отношению к остальным странам. Мы станем огромной частью, важной частью всего глобального общества, и к нам начнут относиться, как относятся ко многим странам современного мира. А что ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду, что сейчас Россия как немножко отдалена от остальных стран. То есть мы находимся не в изоляции, но в что-то меньшей... Да. Я надеюсь, что через 10 лет Россия избавится от этого, она осознав то, что культурное вообще взаимодействие с другими странами, это очень важно, потому что в целом мы живем на одной планете, и мы должны осознавать единство всего человечества. А ты видишь эти перемены при нынешнем правительстве? Или ты все же надеешься на смену? Если адекватно оценивать нынешнее правительство, то я не думаю, что только если они захотят прямо поменять свою, так сказать, политику, то только тогда мы сможем избавиться от изоляции. Но я все-таки надеюсь на смену, потому что я смутно верю, что кто-то способен поменять свое мнение глобально в противоположную сторону. Да, потому что я понимаю, что ты, что я родились при Путине, и до сих пор он является президентом. И с каждым годом отношения между Россией и Америкой ухудшаются. Это появляется ли у тебя сомнения в правильности твоего выбора? В правильности выбора того, что я уважаю другую страну? Во вражескую страну, как преподносится это в СМИ? Вообще, я как бы в СМИ это преподносится как зомбирование того, что вот Америка это враг, но я как-то особо не слушал мнение СМИ, потому что я понимаю, что у меня есть свое мнение. Если я знаю, что Америка это ровно такая же страна, как и мы, она нам не враг, мы ей не враг. Вообще население Америки нас не, как сказать, не котирует как врагов. Я был в Америке 2 раза, и меня встречают абсолютно как нормального человека. Ни у кого нет такого мнения, что вот он русский, значит он плохой, значит он злой, там только войны жаждет. Соответственно, я нисколько не сомневаюсь в том, что я еду туда. Хорошо. Спасибо, что ответил на вопросы. Спасибо, что пригласили. Да. Это был Степан. Пожелаем ему удачи в обучении. Еще раз поздравляю. Спасибо.